Итак, вы посадили саженец, и у вас есть робот-газонокосилка, и саженец не был заранее огорожен проводом. Робот-газонокосилка будет биться об этот саженец, может его уничтожить, расшатать его корневую систему. Что в этом случае делать? Ну, либо снова раскапывать провод и прокладывать вокруг данного саженца. Для этого вам придется делать скрутки, искать, где у вас провод и так далее. Ну, то есть то, что делается при прокладке первичной. Если вы делаете при этом ревизионные точки, как это сделано у меня, это намного проще. Вы можете найти ближайшую ревизионную точку и проложить кусок кабеля отсюда и вокруг саженца до следующей ревизионной точки, вот которая у меня находится вот в этом месте. И таким образом сделать примерно то же самое, как рекомендовано производителем при первичной прокладке кабеля. Но что если вам просто лень выкапывать кабель, делать прокладку заново? Есть два способа дополнительных, кроме как использования кабеля. Сейчас я вам их покажу. Так, что делать, если нужно растение срочно защитить от ударов регулярных газонокосилкой, что может приводить вот к таким вот моментам. Значит, если деревце еще не окрепло, можно просто по-срочному повтыкать веточек сюда, только поглубже, потому что он сносит их. И расстояние между веточками надо делать такое, чтобы газонокосилка не могла свой нос через него просунуть. Вот здесь вот. Вот, поближе надо переставить. Вот, тут достаточно 4 палочки. И вот сейчас мы проверим, как это работает. Так, поехали. Оп, все, дерево не пострадало. Второй способ, если у вас робот газонокосилка Works, заключается в приобретении дополнительного датчика, который чувствует магнитную ленту. Вот так выглядит такой датчик. Сейчас мы его установим на робот-газонокосилку, и я покажу, как это работает. Мы перевернули наш робот. Датчик устанавливается вот в это место. Нужно будет открутить 2 винта и поставить новый датчик. Но вот этот датчик не новый, это старый датчик. Я его испортил. За счет того, что открыл его во время дождя влажными руками. Пытался разобраться, как он устроен, и сделать аналогичный. Но устроено довольно сложно, и не рекомендую пытаться сделать вот такой заменитель. Вот он в разобранном виде выглядит таким образом. Здесь у меня все окислилось, я пытался это все очистить, но датчик так и не заработал. Поэтому будем ставить новый датчик. В коробке идет сам датчик, колышки для крепления, соединительные элементы и магнитная лента. И судя по всему, вот эта магнитная лента, она и составляет основную стоимость этого комплекта. Обычная магнитная лента, которая продается для крепления всяких поделок к холодильнику, в данном случае не подходит. Там недостаточно мощный магнит, и он такую магнитную ленту не чувствует. А вот эта специальная магнитная лента обладает мощным магнитом, который, видимо, и определяет ее стоимость. А стоимость этого набора достаточно приличная. Итак, мы сейчас закрепим эту магнитную ленту. И я покажу, как робот-газонокосилка реагирует, проходя над этой лентой. Для крепления ленты вот такие колышки даются. Но я не рекомендую ими пользоваться, поскольку они туго достаточно заходят в землю. Приходится использовать молоток, особенно если сухая земля. К тому же они не очень надежно держатся в некоторых участках, где земля более рыхлая. Рекомендую использовать вместо этого вот такие скобы, которые достаточно стоят недорого, дешевле даже, чем оригинальные колышки для крепления обычного кабеля. Но вот эти скрепки, они самые удобные для крепления и кабеля, и магнитной ленты. Ну, если у вас уже в наборе есть такие колышки, то грех их не использовать. Так, закрепляем ленту. Здесь вот 2 скрепки еще, здесь 3-ю поставлю. И будем проверять, как робот реагирует на магнитную ленту. Откручиваем крышку
Итак, открутили крышку. И достаточно просто вставить вот этот вот коннектор в наш датчик. Вот мы вставили. И кладем датчик. Прикручиваем обратно крышку. Все готово. Не забудьте еще включить функцию этого датчика в приложении, в мобильном. Итак, вот наша магнитная лента. Запускаем робота. И смотрим, как он будет реагировать на ленту. Вот, видите, он остановился. И поехал дальше. Также в наборе есть соединительные элементы, в которые вкладываются концы нашей магнитной ленты, защелкиваются и таким образом соединяются. Вот. Соединять ее не обязательно, потому что это не провод, здесь непрерывность не важна. Можно просто рядом два конца закрепить скрепками. И все. Это все будет работать. Не обязательно их соединять стык в стык. Если у вас будут трудности с использованием этих элементов, либо просто их не хватит, можно просто расположить концы рядом, и робот здесь никогда уже не проедет к вашему саженцу. Ленту можно нарезать любыми кусками. В наборе идет, по-моему, порядка 20 метров этой ленты. По мере того, как саженцы вырастут, эту ленту можно легко вытащить и переместить к новому саженцу, если есть такая потребность. При укладке магнитной ленты в теории они должны быть расположены одинаково. Либо желтой полоской вверх, либо желтой полоской вниз оба конца. Либо перпендикулярно, как это сделано в коннекторе родном, где они соединяются именно вот в таком перпендикулярном положении. Если мы повернем в противоположном направлении, то по идее вот в этом месте магнитные поля могут друг друга взаимовычитать и нейтрализовать. И в этом месте газонокосилка может проскочить. Сейчас мы проверим, будет ли это наблюдаться на практике. Но в теории это может быть именно так. Вот заметит он провод сейчас или нет? Все равно заметил. Может быть, это не так принципиально. Но, по крайней мере, если вы их положите одинаково, хуже от этого точно не будет.